Мы в отеле Movenpick Water Park Soma Bay, входящем в одну из 5 крупнейших гостиничных империй мира Аккор, так же как и сети Pullman, Rixos, Novotel, Mercury, Sofitel, Ibis и другие. Может быть, вы смотрели наш прошлогодний обзор Movenpick Waverly на вьетнамском острове Фукуок. Понимаю, что нет смысла сравнивать азиатские отели с европейскими или тем более египетскими, несмотря на объединяющие их названия. Но вот именно в случае с Movenpick есть одна особенность, отличающая их от всех других резортов. Это шоколадный час, примерно во время полдника. В какой бы стране вы ни стали гостем Movenpick, и вне зависимости от оплаченного вами типа питания, отель пригласит вас полакомиться сладостями. Во Вьетнаме, кроме шоколадного фонтана, сладкой ваты и разного вида печенья, тортиков, были еще и фруктовые нарезки. Но не было напитков, совсем, даже воды. Чай и кофе за доплату. Здесь же в Soma Bay час в прямом смысле слова именно шоколадный, то есть среди угощений только шоколад. Зато есть и чай нескольких видов, и кофе, и молоко, и вода. Вообще, в отелях на Красном море, работающих по системе «Все включено», такой бонус совсем не актуален, то есть просто для галочки, так как с утра до вечера вас и так кормят на убой. И сладким, и соленым, и проголодаться между основными приемами пищи нет никаких шансов. А еще время шоколадного часа совпадает с идеально пляжным, с 16 до 17 вечера. И в продолжение темы питания – нюансы вечерней трапезы. Интересно вот что. Впервые в Египте я вижу разделение на 2 смены ужина в основном ресторане, работающем по системе «Шведский стол». Такая схема питания обычно для круизных лайнеров, где за каждой каютой закреплен определенный ресторан, определенное время ужина и чаще всего даже определенный стол и официант. Для того, чтобы сменить ресторан или время, или стол, необходимо предварительное согласование с сотрудниками круизной компании, регулирующими данный вопрос. А вот каким образом это может работать в отеле, где не ведется предварительная запись на ужин и рассадка свободная, непонятно. Мы еще при заселении, читая инфолист, обратили внимание на такую странность, но решили, что это какая-то ерунда. И в один из вечеров наши дети ушли ужинать первыми, примерно к моменту открытия ресторана в 18:30, а мы, родители, подошли минут на 40 позже. Но у входа оказалось, что пройти нельзя. Другие гости, пришедшие одновременно с нами, разворачивались после разговора с сотрудниками и уходили. Мы сказали, что наши дети уже внутри, и нам разрешили пройти. А вот если бы мы так припозднились вместе с детьми, то пришлось бы ждать до 20:30. При этом ресторан не был перегружен, никаких очередей внутри и достаточно много свободных столов. В общем, мы не поняли и не оценили такую особенность. А вы имейте в виду, что просто прийти на ужин в любое время, так как это возможно во всех остальных египетских отелях, не получится. Кстати, компания Movenpick организует круизы по Нилу на небольших кораблях. Вот там уместно деление ужина на 2 смены. О выборе блюд. Мне понравился салатный стол. Оливки, свежие овощи, пюреобразные закуски из свеклы, баклажанов и нута, соусы и отдельно приправы. Гарниры стандартно: рис, макароны, картофель. Мясо птицы нескольких видов, а вот нормальной рыбы за 3 ужина не было, как и никаких морепродуктов совсем. На сладком столе во время обеда и ужина ничего выдающегося. Самые обычные бисквитные торты. Посуда в отличном состоянии, без сколов. И на линии раздачи блюд все очень чисто и цивильно. Воду, чай, кофе можно взять самостоятельно. Остальное официанты приносят. Долго ждать не приходится, работают быстро, и все они очень доброжелательны. Молодцы. На завтрак у входа в ресторан шоты с фрешем. Напомнила вьетнамский Movenpick. А эти булочки с корицей один в один, как в Cinnabon. Похожие встречаются нередко в египетских отелях, но эти были выше всяких похвал, так что завтрака ждала больше, чем ужина. В остальном стандартно. Любые виды яичницы, сырно-колбасные и овощные нарезки, йогурты, хлопья, блины, пончики и всевозможная стряпня. В коем-то веке мы записались в а-ля карт за компанию с друзьями, и опять в 101 раз я убедилась, что египетский а-ля карт не для меня, по крайней мере, когда речь идет об отелях средней ценовой категории. В Movenpick несколько а-ля карт расположены на общей площадке. Мы выбрали ливанскую кухню, это рыба и мясо-гриль. Здесь же за соседними столами подают монгольские, китайские и японские блюда. Красивая обстановка, декор и подача, а на вкус и цвет, как известно, товарищей нет. И последнее, что важно знать о питании. В Movenpick при раннем заезде на завтрак вас не пустят. Браслеты выдадут после его окончания в 10:30. В это время начнется поздний завтрак в лаунже над ресепшн. Там удастся перекусить булками с чаем. А при позднем выезде не пустят на обед и ужин. Вокруг отеля пустыня, выйти куда-либо в кафе или супермаркет не получится. В лобби-бар вход с детьми запрещен, но на практике это правило игнорируется. Идем на пляж. На фоне спасательной вышки покажу разницу
разницу между одной половиной дня во время отлива и другой половиной дня во время прилива. На протяжении нашего отдыха отлив был с утра до обеда, а после вода приходила. Вот я захожу в море ближе к вечеру, и через 5 шагов становится по колено. Утром же, сколько ни иди, все равно мелкота. Дно чистое, песчаное, нет необходимости в специальной обуви. В теплое время года, когда нет ветра, такое море будет удобным для отдыха с малышами. Но вот зимой на ветру здесь будет неуютно всем. Песок достаточно глубокий для игр с ним. Пляжная полоса широкая и продолжительная, но как-то нет комфорта, что ли. Во-первых, отсутствуют заслонки от ветра. Лежаки пластиковые и стоят хаотично. Нет столиков, кроме тех, что вокруг ножки зонта, с которых стаканы улетают. Сами зонты небольшие и тряпичные, не дают стопроцентную тень. Нет мест, оборудованных для переодевания, либо мы их не нашли. Один туалет на 2 очень маленькие кабинки, где с ребенком вдвоем не развернуться, и второй за пляжным кафе. Поплавать с масками можно, спустившись с пирса. Риф и рыбы есть. На закате с пляжа открывается шикарный вид на горы. Почему-то издалека они выглядят больше, чем из нашего номера, который находится несколько ближе к ним. Идем смотреть номер. Мы бронировали самый бюджетный классический номер с видом на горы или сад. Нас заселили в главное здание. Помимо большой кровати, 2 раскладных дивана. Не уверена, что есть место, чтобы оба раскрыть, но если так, то здесь поместилась бы семья из 4, 5, 6 человек. В мини-баре только вода и набор для чая, кофе. Нам воду пополняли ежедневно, а нашим друзьям в другом номере забывали, приходилось напоминать. В барах на территории нет бутилированной воды. Как подтверждение того, что номер рассчитан на большую семью, 2 рабочих места. Один большой стол и один дополнительный около балконной двери. Шкаф вместительный, есть сейф и наборы для чистки обуви и для починки одежды с нитками и иголками. По санузлу 3 нюанса. Во-первых, стеклянная стена в спальню. Это часто можно встретить в отелях, но обычно должна быть возможность исключить видимость, например, закрыв жалюзи. Здесь их нет. Второе. Дверь в душевую кабину не закрывается плотно, и вода вытекает в туалетную комнату. Но это не редкость. В большинстве египетских отелей вообще нет никакой двери, и вода также течет рекой. А вот третье – это вишенка на торте. Очень нежная кнопка смыва. Сначала мы решили, что она не работает, и несколько раз вызывали сантехника. Потом поняли, как именно необходимо нажимать. Но эта информация словами не передается, только годы тренировок. Так что если у вас тоже не получится, зовите сантехника, он научит. Лайфхак по поводу кармана, который контролирует подачу электричества. Подходит не только ключ от номера, но и любой пластик. Это, например, карта для полотенца. Для обозначения просьбы «не беспокоить» или «убраться» выключатель у входа. В завершении темы номерного фонда несколько слов о видах из окна. В большинстве номеров этого отеля балконов нет, а террасы на первом этаже выходят как во внутренний двор, так и в сторону отельного ограждения в виде кустарника. А это наш победитель в конкурсе самого неудачного вида, номер 1127 с террасой напротив мусорных урн. Территория отеля относительно компактная, все рядом. Мы здесь впервые, хотя отелю 10 лет, и впечатления двоякие. По некоторым моментам кажется, что отель новый. Например, для 10-летнего отеля очень мало зелени. При этом номерной фонд или, например, детский клуб уже подуставшие. В бассейнах и аквапарке чисто теоретически подогрев есть, но включат его, как сказали нам на ресепшн, не в определенную дату, а ориентируясь на погодные условия. Хотя вода уже ледяная, и, как видите, бассейн пустой. Мороженое дают в пул-баре с 15 до 16 дня. Похожую ферму мы видели в Sunrise Garden. Можете найти обзор на нашем канале, но там было побольше посадок. А вот он, детский клуб, упомянутый выше как подуставшее помещение. Внутри мы не застали активити, что и прекрасно. Мероприятия в основном проходили на свежем воздухе рядом с пляжем.
Аквапарк находится через дорогу от основной территории отеля. Полотенца не нужно нести с собой, их выдают у входа по тем же картам. Бассейн и все горки с холодной водой, когда их решат подогревать, неизвестно. Есть кафе с фастфудом. Контингент гостей в отеле очень разный. Есть и молодежь, и семьи с детьми, и пенсионеры. Много азиатов, китайцы и корейцы, что редкость для отелей Красного моря. А в один из дней был заезд группы местных школьников в синих галстуках. На ресепшн банкомат, в том числе с функцией обмена валют на египетские фунты. На втором этаже главного здания есть лаунж с видом на рассвет, а на третьем – лаунж с видом на закат. Тренажерный зал в спа-центре рядом с пляжем. Вокруг отеля пустыня. До торгового центра Сенза 30 минут на машине. До центра Хургады и аэропорта 45 минут езды. Подытожим. Все мы знаем, что по общемировым правилам заселение в отель происходит после 14 дня, а выселение до 12. Но также все, кто много раз отдыхал в Египте, привыкли, что это время касается скорее возможности получения комнаты и ее сдачи. И то не всегда. А услугами «Все включено» можно будет пользоваться с момента фактического приезда на территорию резорта и до самого фактического выезда. Например, в отеле Синбад Клаб прямо в инфолисте это прописано. А в отеле Serenity Fun City вас буквально погонят быстрее в ресторан, если вы приехали в отель за 5 минут до окончания завтрака, так чтобы, не дай бог, вы не остались голодными. Так вот, здесь не рассчитывайте на египетские поблажки. Справедливости ради отмечу, что отель средней ценовой категории. Для тех, кто впервые смотрит наш обзор, уточняю, когда речь идет о ценах, я имею в виду посуточную стоимость отеля без перелета. Цена вашего тура может быть какой угодно высокой, но отель не станет от этого дороже и не сможет предоставить более качественные услуги только потому, что кто-то заплатил миллион за перелет. Несмотря на все недочеты, наш отдых удался. Не уверена, что могу прям рекомендовать отель, но и отговаривать тоже не стану. И если остались вопросы, пишите в комментариях.